Привет! Это Анатолий Акапарцефаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 6-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 3 глава, которая называется «Короткий отдых». В этом эпизоде мы прежде всего переведем дух после опасной встречи с троллями и прочих неудобств путешествия, обратим внимание на очень важное понятие удачи у Толкина, а также поговорим о том, как пахнут эльфы. Итак, Бильбо с гномами и Гэндальфом продолжают свое путешествие, и хотя они спаслись от опасности, и погода с каждым днем становилась все лучше, настроение было все хуже, потому что теперь они начали чувствовать, что опасность может подстерегать за каждым углом. Когда они видят вдали горы, Бильбо ждет страшное разочарование. Он поначалу думает, что это и есть та самая гора, потому что он в своей жизни никогда не видел ничего столь огромного. Ответ гномов, что это только предгорье мглистых гор, через которое им надо пройти, и даже после этого их будет ждать долгая дорога, заставляет его почувствовать, как же он устал. Но, к счастью, вскоре они находят путь в долину Ривендел, где живут эльфы во главе с Элрондом. Такова атмосфера этого места, что даже Бильбо, при всей его прозаичности, чувствует — пахнет эльфами. И мы уже ожидаем появления прекрасно мудрых эльфов не от мира сего, какими мы их видим во «Властелине колец», но вместо этого до нас доносится их пение, и оно никак не соответствует нашим ожиданиям от них. «Ах, куда вы? Ах, что вы? Ах, зачем вам идти? Ах, у пони подковы стерлись с пути! Отрали лину, спускайтесь в долину!» И еще одна строфа в другом переводе. «Усталые ножки, бредете куда вы? Пекутся лепешки, дымятся приправы. Веселье у нас сейчас, ха-ха!» Сам автор обращает внимание читателя на кажущуюся детскость этой песни. Наверное, слова этой песни покажутся вам преизрядной чепухой. Однако, если бы вы надумали обратить на это внимание певших, они едва ли смутились бы и просто рассмеялись бы вам в лицо. Исследователь творчества Толкина Кори Олсон отмечает в этом описании эльфов чистое и свободное наслаждение окружающим миром. Их радует все — течение реки, запах дров, выпечка овсяных лепешек, бороды и пони гномов, переход дня в вечерние сумерки. Постоянное пение эльфов, как и их частый смех, является выражением этого восторга, и именно отсутствие сдерживания в удовольствии, которое они получают от происходящего вокруг, делает их немного нелепыми. А если гномы считают эльфов глупцами, то, скорее всего, это потому, что они очень серьезно относятся к себе и своим поискам. Не могу не согласиться с этим наблюдением, но хочу отметить еще одну причину такого описания эльфов в «Хоббите», на которую обращают внимание разные комментаторы. Толкин здесь рассказывает сказку для детей, и он заимствует образ эльфов как нежных маленьких волшебных танцоров или волынщиков у Шекспира и авторов, продолживших его традицию. Он представляет их хотя бы частично живущими на деревьях. Эта линия, однако, характерна не только для этой сказки. Она возникла еще в ранней поэзии Толкина. Но эпизоды из «Хоббита», как отмечает Джон Рейтлиф, это последнее ее появление в основной линии его легендариума. Позже Толкин дистанцируется от представления об эльфах как о милых маленьких феях и заимствует их черты из средневековых легенд и произведений, таких как «Сэр Орфей», сборник кельтских легенд «Мабинодион», некоторых романов о короле Артуре и легенд о таинственном народе Туата-де-Данаан. В Ирландии бытовала в древности легенда о пришельцах Запада, некогда прибывших на остров. Пришельцы принадлежали к иной расе, многие представители которой были наделены бессмертием. Называли их Туата-де-Данаан, что значит «народ Дану». Они описаны в легендах как высокие, прекрасные, очень похожие на людей существа, сильные, светловолосые и мудрые. Аналогичные легенды есть и в Уэльсе. В древнескандинавской мифологии ближайшей аналогией эльфам являются альбы, духи, занимавшие низшую иерархическую ступень по отношению к высшим богам, асам, но по отношению к людям, стоявшим выше. Существует мнение об эльфах и в староанглийской христианской литературе. Там эльфы — это разновидность ангелов,
которые были сосланы на землю за недостаточную преданность Богу и отказ сражаться против демонов. В письме к Хью Бробену от 18 сентября 1954 года Толкин пишет: «Я весьма сожалею, что использовал слово «эльфы», хотя по древности это слово в принципе могло бы изгодиться, и первоначальное его значение меня тоже устраивает. Однако слово это претерпело в истории чудовищное превращение и было развенчано, в чем непростительную роль сыграл Шекспир. Это перегрузило его достойными всяческих сожалений оттенками смысла, от которых его теперь уже не избавить». В «Хоббите» мы видим смешение этих двух традиций. Если в некоторых чертах эльфы из долины напоминают нам о сказочной сентиментальности английской литературы начала XX века, то другие элементы наводят на мысль о традиционных сказочных преданиях, то есть скорее фольклоре, чем современных Толкину сказках. Описание приближения путников к Ривенделлу сочетает в себе реалистичные детали, вероятно, почерпнутые из альпийского путешествия Толкина в 11 году, и ощущение мистического трепета, традиционно связанное с границами страны эльфов. Мы попадаем в тайный мир, особенно острого восприятия звуков и красок. Другой интересный пример сочетания реализма и фантазии в описании этого места — звезды, которые кажутся ярче, если смотреть на них из долины Элронда. Что интересно, двойственность восприятия эльфов, их притягательность и в то же время священный страх, внушаемый ими, можно заметить в реакции Бильбо. Эльфы ему нравились, хотя раньше он с ними почти не сталкивался. Но при всем при том, Бильбо их немножко и побаивался. А дальше мы читаем о его пребывании в Ривенделле что-то и вовсе необычайное. Бильбо с большим удовольствием остался бы там навсегда, и даже предложи ему кто-нибудь немедленно и без всяких хлопот вернуться в свою уютную хоббитью нору, вряд ли он соблазнился бы. Тут его две природы, Тука и Бэггинса, находят идеальное место для соединения. Он может наслаждаться атмосферой приключений и подвигов, о которых эльфы хранят память, и при этом оставаться в безопасности и комфорте. Мне опять показалось, что я гораздо более похож на мистера Бэггинса, чем ожидал. Да и не так ли обстоят дела со всеми нами, зачарованными волшебством этого мира? Но, как бы долго ни длилось пребывание Бильбо и гномов и эльфов, Толкин не рассказывает нам об этом многого, кроме одного эпизода, а именно разговора с Элрондом. Когда Элронд берет в руки карту гномов, он замечает на ней лунные руны. Руническое письмо, видимое лишь в лунном свете. При этом нужно, чтобы стояло то же время года, и луна была в той же фазе, что и в тот день, когда эти руны были начертаны. А разговор происходит как раз в тот самый день, когда эти руны можно прочитать. Толкин не надеется, что мы не заметим и не задумаемся об этом. Наоборот, рассказчик обращает на это внимание, отмечая, что другого шанса прочитать руны не предоставилось бы еще непонятно сколько времени. В этот момент мы начинаем задумываться, не кроется ли здесь что-то таинственное. Но прежде чем продолжить с рунами, вспомним, что произошло в предыдущей главе, после того, как тролли превратились в камень. Гэндальф находит пещеру, где тролли прятались от солнца и хранили свои сокровища, но они никак не могут открыть дверь туда. Пока Бильбо не достает ключ, который выпал у тролля из кармана, по счастливой случайности, до того, как он превратился в камень. По счастливой случайности. Запомним это выражение. Идея удачи, счастливой случайности, по-английски luck, очень важна в работах Толкина, и мы об этом еще не раз поговорим. Но задумаемся об этом. Если бы ключ не выпал из кармана тролля, наши герои, во-первых, не пополнили бы запасы провизии и, возможно, умерли бы от голода, а во-вторых, не нашли бы эльфийские мечи, которые, как объясняет Элронд, были выкованы эльфами древности в Гондолине. Здесь, кстати, мы видим, как Толкин использует сюжет одной из своих ранних легенд. Я уже упоминал, что первым преданием, написанным Толкином, было падение Гондолина, эльфийского города-крепости, где королем был Турган, прямой предок Элронда, между прочим. И эти мечи попадают к нашим героям волею таинственного случая. Теперь вернемся к рунам на карте. Что они говорят? «Стань у серого камня, когда застучит дрозд», — прочел Элронд, и последние лучи заходящего солнца в день Дьюрина
укажут замочную скважину. Единственное реальное указание, что нужно сделать — стань у серого камня, когда дрозд постучит. Остальное не указание, а предсказание. Последние лучи заходящего солнца в день Юрина укажут замочную скважину. Кстати, даже в первом указании содержится предсказание «стук дрозда». И заметьте, что в оригинале говорится не просто о каком-то дрозде, а о вполне конкретном, потому что перед существительным стоит определенный артикль. Возникает ощущение, что мы читаем не просто инструкцию, как найти потайную дверь, а пророчество. Здесь мы начинаем подозревать, что приключение Бильбо, так скажем, срежиссировано некими силами, выходящими за рамки волшебства Гэндальфа Серого или мудрости Элронда из Ривенделла. Толкин ненавязчиво обращает наше внимание на то, что в событиях этой истории присутствует некий высший замысел, и заставляет нас заподозрить, что удивительная удача Бильбо и Торина совсем не случайна. Мы еще не раз остановимся на идее счастливого случая в «Хоббите» и «Властелине колец», и мы увидим, что примеры, приведенные сегодня, не являются чем-то надуманным, а действительно играют важную роль в замысле Толкина. К сожалению, наш отдых подошел к концу, и в следующий раз мы отправимся дальше в наше опасное приключение. Сначала в гору, а потом под гору. А пока что с вами был Анатолий А.К. Парцефаль на прямой связи из Ривенделла. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулея. Попутного ветра.